Всем привет-привет! Сегодня у нас такой замечательный расклад. Чонгук и Тэхён. И сейчас вы напишите, опять вы о прошлом. Дорогие мои, без прошлого не понять ни настоящего, ни будущего. Поэтому пришло 3 фотографии, очень давно пришли фотографии, но у меня все не было времени их разобрать. Хорошее, актуальное время сейчас, тем более год назад одна фотография появилась в сети, и она до сих пор у кого-то вызывает подозрение, кто-то с ней согласен, что это действительно было, кто-то считает, что это запланировано было, ну и так далее, и так далее, и так далее. Можно это мусолить бесконечно. У меня 3 фотографии, фотография и карта, фотография и карта. Так вот, первая фотография у нас. Это ситуация, когда Тэхёнчик присел на коленки к Чонгуку и сказал: «Ты мой» или «Теперь это мой». А важно ли это? Самое главное, что он сказал: «Ты мой». Что это было, скажем, да? У карт Таро спрашиваем. У отшельника много значений. Мы можем сказать, вот она вышла, мы хотим знать, ну, к примеру, карта сознаниями, мы хотим знать о Тэхёне, да? Присел вот на коленке с Чонгуку. Что это было? Карта поиска ответов на вопросы, а также карта такого, знаете, размышления и обретения, ну, например, какой-то истины. Карта дальновидности очень тесно с этим карта связана. И она может говорить о том, что он не знал, как поведет себя, к примеру, Чонгук, но ему очень хотелось по этой карте проявить себя, потому что карта, она индивидуальна. Это касается его внутреннего состояния. Карта очень тесно связана с какими-то ограничениями. То есть, если взять эти 2 карты, раскрепоститься. И вообще 2 карты мудрые карты вышли. Что эта карта мудра, что это поступить согласно своим мыслям. В этой карте нет как такового таких желаний. В этой карте вот реальный истинный позыв. А это карта действий. Жезлы. Это, возможно, он сам вышел, персонаж, и это говорит, вот хотел что-то, ну, это, например, вот врагам каким-то. Вот эта карта очень с этим связана. Карта изоляции. Вот что это, возьмем карта, мы даже по картинкам видим изоляция, изоляция. Это уйти вот от каких-то ограничений. То есть реально был такой у него внутренний порыв всем показать, доказать, что это истинные намерения, заявить, да, ты мой, сказать. Карта вышла партнерство. Да, 2 здесь, как я еще раз скажу, он и не знал, как поведет себя Чонгук, но карта, в общем, каких-то надежд на взаимосвязь. На поддержку карта вышла такая. И вот у нас еще вышел один персонаж. Это говорит, что карта у нас считывает энергетику фотографии этого снимка. И говорят, что взаимодействие было между ребятами. Вот эта карта очень тесно связана с какими-то авантюрными обстоятельствами, авантюрным настроением, скажем. И вообще вот эта карта очень такая, знаете, период каких-то предложений. И вот, например, а что же дальше будет, скажем, из карт? Скажем, вот пара вышла, мы видим. И Чонгук, как Чонгуку это было приятно, его, скажем, намерение предъявить на него, скажем, права. 8 мечей вышла. Смотрите, какая интересная карта. Это говорит о том, что карта раскрепощения. Снять какие-то рамки, преодолеть какие-то рамки, устои, ограничения. Эта карта не говорит о том, что в будущем ожидают ограничения. Эта карта говорит, что вот это все уходит. Раскрепощение карта. Чонгука, конечно, по этой карте было очень приятно, что Тэхён подтвердил
скажем, намерения, что касается именно его, скажем. И карта вышла такая хорошая. Как я и говорила, снять ограничения какие. Потому что вот эта карта, она с одной стороны воздержание, но и с другой стороны найти компромисс, какой-то компромисс в какой-то ситуации, исследовать. Это карта гармонии и баланса. Исследовать этой мере. Особенно вот эта карта, знаете, она всегда выходит паром на примирение. Урегулирование каких-то, вот если в отношениях какие-то острые углы, сглаживание каких-то конфликтных ситуаций и так далее. И смею предположить, даже много таких карт вышло, может быть, они были в ссоре и своего рода, скажем, примирение. Но я еще хочу достать карту. Эта фотография, она не фейковая, она реальная, эта фотография. Карта вышла колесница, да, конечно, это стопроцентно реальная. Вот я спросила по поводу этой фотографии. Это еще карты такие интересные вышли. Это пойти против каких-то традиций. Вот это особенно карта говорит. Ну и вообще такая колесница вышла карта. Это говорит, да, действительно, это фотография актуальна, это все происходило. Такие замечательные карты. Следующий вопрос у нас будет фотография и вопрос. Следующая фотография – это ситуация. Помню эту ситуацию, скажем так. Что на самом деле не сказал Тэхён Чонгуку? Что хотел услышать Чонгук? Спросим Таро. Такая интересная, очень интересная ситуация. Сказать, по этой карте поступить честно и справедливо. Он реально хотел, чтобы Тэхён что-то озвучил. Карта вышла девятка пентаклей. Смотрите, две девятки. То есть по девяткам это дело незавершенное. Очень тесная карта, связана с какими-то... Это карта вообще предчувствий. У него даже и мысли не было, что Тэхён не озвучит на самом деле, что Чонгук для него значит. Все девятки у нас связаны с интуицией и с какими-то событиями. Ой, такая шикарная карта вышла, императрица. Карта, если, например, я бы достала вам ее на день, это очень прекрасный день. И карта говорит, приветствуйте, день обещает быть хорошим. То есть реально в этой ситуации, в общем, надежды у Чонгука были очень большие, желание услышать и именно то, что ему хотелось от Тэхёна. Карта вышла влюбленная, она сама за себя говорит. В общем, эта карта. Вообще все карты вышли таких импульсов, порывов, очень много карты вышли, душевные. И самое главное, в этих картах присутствует дух, общий дух, скажем, и подпитка друг друга. И, конечно, он ждал большего и ждал развития, потому что карты вышли развития, что все-таки он скажет, ну, скажу, Тэхён то, что хотел, он не досказал, не дорассказал. Эта карта очень тесно связана с информационным потоком, а вообще с реальными событиями, то есть эта ситуация, она реальна, фотографию, которую вы мне прислали, она реальная. Эта карта вообще называется возрождение, это пробуждение, это признание и карта успокоения. Вообще-то он его, скажем, по этой карте успокоил. Все-таки он так эту ситуацию, скажем, перевел в другое состояние. Было эта карта одно состояние, и потом перейти в другое состояние. То есть он все раскрутил, в общем, и все нормально. Восьмерка пентаклей, все состоялось. Это карта фактического исполнения чего-либо. Она может быть... это карта реальных действий также. По этой карте реально можно что-то пощупать, попробовать и так далее. И это реально ситуация произошла. И очень такие сильные карты мощные вышли на взаимоотношения. То есть все было нормально, все хорошо, Чонгуку понравилось. И общение, скажем, двойка пентаклей, здесь карта влюбленная, общение состоялось. Но вот по этой карте всегда, двойки, они всегда что-то недосказано. Это однозначно. И внизу такие две карты. Мы же спросили, на самом деле был вопрос задан,
что Тэхён утаил, что не досказал. И по этой карте вот какое-то известие, он должен был что-то сказать по этой карте. Это что-то вышла карта. Это начало чего-то нового. Возможно, сказать, что у них какая-то новая фаза в отношениях. Эта карта связана очень тесно с внутренним состоянием. Так что вот такой замечательный расклад. Тэхён утаил правду по этим картам и не досказал то, что нужно, не сказал то, что нужно было сказать. Так, следующий у нас расклад. Эти мы карты собираем. Год назад Вигуки, Тэхён, Чонгук были в ресторане. Вот я сразу спрошу, это фотография, которую мне прислали, она в соцсетях, эта фотография. Эта фотография реальная, это не фейк, скажем. Эта карта говорит о реальных намерениях, то есть это фотография и вообще это персонаж. Эта карта может быть связана энергетика намерения, и персонаж вот эту фотографию в соцсети выложил молодой человек. И с реальными намерениями предоставить эту информацию вот в социум, скажем. Это вот прям 100%. То есть эта фотография, она, и тем более десятка пентаклей, десятки у нас всегда карты завершения. Эта ситуация уже была по этим картам. Карта стабильности. Вот эта карта, во-первых, материальная карта стабильности. И на фотографию, вот она говорит, что это 100% фотография. Это случилось, произошло, сделали эту фотографию. Знаете, по этой карте верность и семейное благополучие. Карта гармонии и процветания, в общем, о чем там говорит. Смотрите. Вообще очень тесно связана карта с браком. Мы даже на картинке видим. Карта опоры. Четверки у нас все опоры. Это фундамент. Если мы возьмем эту карту, я уже сказала, счастливый семейный союз, то карта новых перспектив. Просто супер карта выходит на эту фотографию. Десятка жезлов вышла. Вот скажу, в тот момент испытывали какие-то трудности. Вот что может быть такое по этой карте? Карта усовершенствования и устранения каких-то мелких помех. Еще карта очень тесно связана с чем-то невидимым. Ну, например, вот как объяснить эту карту? Мы смотрим допустим, на какую-то ситуацию и видим одну картину. Но на самом деле может быть параллельно происходить еще какая-то ситуация, которая нам невидима. Вот это результат этой карты. И по этой карте можно часто обмануться, например, ошибиться. Вот даже как я таролог скажу, если уйти чуть-чуть от реалити до обозначения этой карты, то можно пойти в совершенно другую сторону. То есть эта карта, она двояка. С одной стороны, это реальный труд, достижение и упорный труд, а с другой стороны, уйти от чего-то и возложить на часть ответственности на кого-то. Но это я так о энергетике карты. А если взять эту ситуацию по фотографии, она может говорить о том, что были какие-то мелкие помехи, и они их устраняли. Вот именно в Лас-Вегасе, когда это происходило все. По этой карте, возможно, знаете, эта карта может говорить о скоплении какого-то народа, а также карта связывания каких-то, не то что идей, скажем, а каких-то стандартов. То есть эта карта говорит действовать согласно прописанной какой-то инструкции. Вообще две карты вышли реальная работа. Карта брака. Вот эти две карты, они вообще вот три карты брака. Не знаю, может, они годовщину отмечали какую-то или торжество, скажем. Карта тайная. То есть опять нам многое неведомо и недоступно. Эта фотография, она не рассказывает полностью все то, что на самом деле там происходило. Мы видим из карт. И поначалу я знаю, что была только одна фотография, но потом появилась уже
Хасук выложил еще дополнительно информацию по поводу их прогулки и фотография, потом еще дополнительно еще фотография появилась, когда они вместе там все на фотографии. В общем, ну, карта говорит, что вот события произошли. Мы даже видим на картинке, событие уже произошло. Это все случилось, да, они вместе проводили время. Был для этого повод, мы видим, вот карта говорит об этом. Вообще, вот как для меня, если я сейчас смотрю, карты, вот эти прям карты вышли, требуют дополнительного исследования. То есть карты говорят о том, что если хочешь еще чего-то знать, то, возможно, сделай еще один расклад на ситуацию в Лас-Вегасе. Да? На ситуацию, которая касается именно этих событий. Вот карты мне так говорят. Ну, я могу их так трактовать. Видим, что это все правда, что это все происходило. И карты нам это подтверждают. Ну вот, маг вышла карта. Это 100% правдивая информация. И вот еще такие карты. Эта карта связана, знаете, это карта благосостояния и роста. Это карта вложений. А также вот эта карта, она связана с цикличностью карты. То есть это, возможно, вот повторяется каждый год. И мы видим опять сейчас активность Тэхиона и Чингука. Сразу такие две трансляции, одна трансляция, где вместе присутствовали опять же эта троица, Чингук, Хасок, как и год назад, и Тэхион. И вслед Тэхион на Вилайфе. То есть мы видим явное подтверждение и намек, что все реально. Достану карту на удачу им. Карта восьмерка вышла, это карта сила. Карта напрямую связана с отношениями. И тоже карта с отношениями. А также карты восстановления. И вот если я сказала в тему продолжения этой ситуации, что повторяется, карты явно об этом сказали. Почему бы не повторяться? По этой карте реальные отношения. Вы можете оставить свои комментарии, ваше видение на расклад и на данные ситуации, которые мы обсуждали, на события, которые мы обсуждали. Пусть они и уже прошли, но мы как видим, что вот карты вышли, они говорят, что это повторяется ситуация, актуальна по этим картам. Ставьте лайки, кому понравилось, подписывайтесь на мой канал, кто желает, и всем пока.